Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале Твое здоровье. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий физиотерапевт, нутрициолог и доктор китайской медицины. И сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему. Тема называется голодание. Как правильно голодать? Кому можно голодать? Кому нельзя голодать? Какие виды голодания существуют? Все это мы с вами обсудим в видео, поэтому обязательно досмотреть данное видео до конца, и я уверен, что тебе этого видео хватит, чтобы полностью разобраться в теме голодания. Голодание является очень интересным метаболическим таким процессом для нашего организма, потому что он приводит при правильном его использовании к лечению человека. И я тоже голодание использую для своих пациентов, и оно показало за много лет работы очень хорошие результаты. Голодание запускает такой процесс, как аутофагия. Это когда организм начинает сам пожирать больные клетки внутри нашего организма. Голодание приводит к очищению нашей кровеносной системы. Голодание приводит к очищению лимфатической системы, к восстановлению работы внутренних органов. И печень, и почки, и желудок, и поджелудочная железа. Слизистая внутри нашего кишечника начинает восстанавливаться. Восстанавливается микрофлора тонкого, толстого кишечника. У человека восстанавливается работа клеток иммунитета и восстанавливается работа всей иммунной системы. То есть это действительно чудесный способ, который мы обязательно должны использовать для нашего лечения, для нашего оздоровления. Если мы будем анализировать медицину древности, это та медицина, которая была на территории России, да, на территории славянских народов, медицина Индии, медицина Китая, во всех медицинских традициях всегда присутствовало голодание. Во всех традициях была какая-то тема пищевой паузы или тема постов, да, как у нас это есть в православии, не только для того, чтобы поработать со своей душой, но и для того, чтобы дополнительно очистить тело, для того, чтобы усилить работу храма нашей души. И именно про голодание я хотел бы вам подробно рассказать в этом видео, да, потому что его польза для меня несомненна, но приходит ко мне большое количество пациентов, которые рассказывают, что после голодания у них все ухудшилось, или им голодание помогает, но кратковременно, или когда человек делает это неправильно, это приводит к тому, что у человека, например, нападает очень сильный жор на него. Как правильно голодать? Здесь бы я первое, что бы предложил, прежде чем начать голодать, нужно в целом наладить образ жизни. Почему? Потому что голодание – это процесс детоксикации, процесс вывода токсинов из нашего организма. И если мы изначально неправильно питаемся, пьем алкоголь, едим большое количество хлебобулочных изделий, едим на ночь, что приводит к интоксикации нашего организма, в нашем рационе большое количество консервированной еды, это приводит к очень сильному загрязнению нашего организма. И если вдруг мы сразу начали с 3-дневного голодания, это приведет к очень сильной интоксикации. Почему? Все вот эти токсины из клеток, из межклеточной жидкости, из тканей попадут в центральный кровоток. И вам просто будет очень плохо. Вы сразу разочаруетесь в этом процессе и скажете, что после голодания вам плохо. Хотя дело не в методе, а в подходе, который вы в данном случае начали использовать. Прежде чем начать голодать, это самое главное правило, просто нужно перейти на так называемое детоксикационное меню. Да, то есть исключить из своего рациона вредные продукты. И начать хотя бы голодать таким образом. Да, мы это называем ночное голодание, это один из видов голодания, когда вы перестаете есть после 19:00. То есть вы даете время после 19:00 своему организму заниматься процессом очищения. То есть в 19:00 был у вас последний ужин и следующий завтрак, например, в 9 утра. Если вы так начнете питаться, то это уже начнет организм настраивать дополнительно на волну очищения. И только после того, как вы свой организм правильно подготовили, уже можно начинать заниматься голоданием. Я здесь выделяю такое триединство голодания, я это так назвал. То есть для процесса голодания нужно в голодание правильно войти, правильно проголодать и правильно выйти. Если вы нарушите хоть один принцип, это приведет просто к тому, что голодание будет неэффективно. Как правильно входить в голодание? Во-первых, еще до голодания вы должны наладить водно-питьевой режим. И за день до голодания вы должны исключить пищу животного происхождения.
Да, ну, если, конечно же, у вас там нету каких-то противопоказаний к этому, там, например, железодефицитной анемии. Вот, то есть мы должны сделать свой рацион максимально насыщенным зеленью, корнеплодами, овощами. В рационе должны быть сложные крупы. Нужно минимизировать быстрые углеводы. Это пирожки, булочки, батончики, вафли, печенье. А, То есть мы должны уже за день до голодания свой организм готовить. Дальше в день голодания, да, если это полноценный день мы какой-то выбираем. Мне, например, очень нравится голодание с субботы, с ужина субботы до понедельника, да, то есть я когда все воскресенье не ем. Здесь мы голодаем на воде. Да, мы в течение дня употребляем большое количество воды. Просто много есть пациентов, которые во время голодания пьют мало воды. Соответственно, очень плохо выводятся токсины из организма, и у человека во время голодания начинает болеть голова, начинает ломить суставы, начинает ломить мышцы. Человек себя плохо чувствует. Второе, во время голодания очень важно много двигаться, заниматься гимнастикой, йогой. Возможно, это будут дыхательные практики. То есть 10 тысяч шагов – это тот минимум, который вы должны сделать. Потому что если вы во время голодания будете весь день лежать на диване, то это приведет просто к тому, что токсины все выйдут в кровь, но не смогут вывестись из организма. Также во время дня голодания я обычно предлагаю своим пациентам использовать легкую баню или сауну, либо контрастный душ, когда мы чередуем горячую и холодную воду. То есть мы дополнительно стимулируем все метаболические процессы в тканях, то есть стимулируем обмен веществ, чтобы организму было проще с этим справиться. Также я считаю, что есть очень важный пункт, который касается правильного настроя в голодании. Этот настрой должен быть таким, то есть когда мы в голодание входим, мы должны настроиться на то, что мы сейчас очищаем свой организм, мы приносим своему организму пользу, сейчас он очистится, сейчас начнут наши внутренние органы правильно и хорошо работать. То есть мы позитивно изначально настраиваемся на процесс голодания. А если мы настроим наш организм на процесс мучения, то, что мы себя чего-то лишаем, то, что мы страдаем, конечно же, тогда голодание пройдет гораздо хуже. То есть мы будем страдать, находиться в состоянии страдания, и наш организм это тоже будет считывать. Поэтому работайте со своим внутренним состоянием, со своим намерением. Первичное намерение для данного процесса – это очищение, оздоровление, это счастье, это приведение своего организма и своей психики, ведь психика тоже зависит от тела, в состояние гармонии, любви и счастья. Также очень важно, помимо вот этого внутреннего состояния, во время голодания, желательно вот этот день голодания проводить на природе максимально, если это возможно, потому что именно на природе процессы детоксикации идут гораздо лучше. Вот, это такой второй принцип. И третий принцип, он касается выхода из голодания, да, то есть даже такая поговорка существует: не так важно, как мы входим в голодание, иногда не так важно, как мы голодаем, но очень важно, как мы выходим. Потому что если вы выходите из голодания в Макдональдсе или с KFC, либо выпиваете Кока-Колу и заедаете курочку, конечно же, после голодания вы почувствуете такую интоксикацию, вам так станет плохо, что и нету смысла вообще так голодать. Выход из голодания должен произойти вот из однодневного, мы пока про него говорим, либо на салате метелка, либо на овощном смузи, да, либо на каше размазни, например, на рисе. Вот, это легкий выход. И в день выхода из голодания на завтрак и на обед вы не едите пищу животного происхождения. То есть организму нужно дать время и возможность адаптироваться к этому, чтобы это было плавно. Да? То есть получается, в итоге мы плавно в голодание входим, плавно, аккуратно голодаем и плавно выходим. Если вы будете соблюдать вот эти все правила, тогда ваше голодание пройдет в счастье, в гармонии, и вы получите пользу, оздоровление и очищение. Если вы вот эти принципы соблюдать не будете, то и толку с этого не будет. И все мои пациенты, которые переходят к теме однодневного голодания, получают шикарные результаты по своему оздоровлению, и их состояние на порядок улучшается. Также у меня есть очень много кейсов
когда человек занимался практикой голодания и исцелился от заболеваний. Это и заболевания кожи, и заболевания желудочно-кишечного тракта, и заболевания печени, желудка. Очень, кстати, хорошо слизистая восстанавливается на голодании. Это для тех людей, у кого есть проблемы с язвой желудка или язвой кишечника. Голодание здесь вот так работает. Дополнительно, кстати, про тему очищения, оздоровления я рассказываю в своем телеграм-канале. Обязательно на него подписывайся. Ссылочка будет внизу под видео. Там я рассказываю про будни доктора, про натуропатические способы оздоровления, исцеления своего организма. Очень много рассказываю про диагностику заболеваний, про анализы. То есть веду блог, это мой авторский блог, где я подробно стараюсь делиться с вами информацией, чтобы вы больше образовывались в сфере медицины, в сфере оздоровления. Вот, всех буду рад видеть. Там я с пациентами, со своими читателями, слушателями очень много общаюсь. И тоже буду рад вас видеть в своем телеграм-канале. Кого, кстати, интересует тема оздоровления, дополнительно обязательно смотрите мои другие видео на тему печени, на тему кишечника, на тему желчного пузыря. Это очень важные органы, которые помогают в детоксикации нашего организма. И они напрямую связаны с голоданием, потому что, как я вам рассказывал, к голоданию нужно подготовиться. И в этих видео я подробно рассказал, как работают наши внутренние органы и как можно наладить их работу. Да, какие вообще виды голодания существуют? Я вам рекомендую начать голодание сначала с такого, так называемого, ночного голодания, когда вы не едите ночью, да, когда последний ужин у вас в 7 вечера. Потом можно плавно перейти к интервальному голоданию. Есть такое голодание, называется 14-10. Вот. При данном виде голодания 14 часов мы не едим, а 10 часов едим. То есть, соответственно, если мы поужинали последний раз в 7 часов вечера, то мы отсчитываем 14 часов, получаем вот эти 9 утра или там после 9 утра, и мы уже можем в 9 утра завтракать. То есть, получается, 14 часов мы не ели. И при вот этом интервальном голодании, таком самом простеньком, мы даем организму возможность очиститься, восстановиться. И тем самым мы уже организм плавно начинаем готовить к однодневному голоданию. Когда вы приучили свой организм к интервальному голоданию, это, кстати, можно практиковать каждый день, это безумно полезно. Многие люди путем практики данного интервального голодания вылечились от инсулинорезистентности, избавились от отеков, улучшили свое самочувствие, улучшили, кстати, свою эмоциональную составляющую, улучшили работу внутренних органов. Переходят потом на практику более сложного голодания, называется схема 16-8. Ну, ее уже, как правило, используют для лечения каких-то таких более сложных заболеваний. Это когда мы 16 часов не едим, а 8 часов едим. Не могу сказать, что я всем это рекомендую, но периодически можно ее попробовать, чтобы простимулировать процессы детоксикации в нашем организме. И также существует третий вид голодания, это называется диета воина. Когда мы кушаем только один раз в день, то есть употребление только один раз в день происходит, желательно в первой половине дня, потому что пищеварение активно, особенно в первой половине дня. И такой вид голодания я назначаю своим пациентам, у которых очень много лишнего веса. То есть это люди, которые весят за 100 килограмм. То есть это очень крупные люди, которые никак не могут похудеть и у которых сниженный обмен веществ. И вот данная практика голодания поможет настолько сильно раскочегарить обмен веществ, что люди начинают действительно очень сильно сбрасывать вес. Поэтому выбирайте тот вид голодания, который вам поможет. Я рекомендую начать с 14-10 и потом плавно подключить однодневное голодание. Если вы от этой темы хорошо себя чувствуете, а вы себя будете точно чувствовать теперь хорошо, потому что понимаете, как правильно голодать, иногда можно пробовать практиковать трехдневное голодание по тем же принципам. Длительные уже голодания, наверное, я порекомендую уже под присмотром врача делать, вашего лечащего, с таким хорошим контролем анализов, но от однодневного голодания вы точно себе не навредите. Какие вообще, кстати, есть противопоказания к голоданию? Кому бы я вообще не рекомендовал бы голодать, в том числе один день? Это люди, у которых есть камни в желчном пузыре. Почему? Потому что во время голодания
желчь у нас не выделяется. Желчь выделяется в ответ на прием пищи. Поэтому, если у вас есть камни в желчном пузыре, ребят, рекомендую практиковать только 14-10. Не нужно более жестких голоданий. Поэтому занимайтесь своим желчным пузырем, рассасывайте свои камни, и тогда уже можете переходить к другим типам голодания. Следующее противопоказание – это острые воспалительные процессы в организме. Если у вас в организме есть какой-то очень острый воспалительный процесс в кишечнике, либо это какой-то очень большой аутоиммунный процесс, какой-то неукротимый, неостановимый, то рекомендую сначала войти в состояние ремиссии и только потом начинать заниматься голоданием. Либо это можно делать, но уже под присмотром очень опытного доктора, который вас может посмотреть, продиагностировать и полностью проанализировать все ваши анализы. Да, потому что голодание – это очень серьезная практика, и если у вас какое-то действительно терминальное состояние, здесь уже это нужно делать с человеком, который действительно глубоко и полностью разбирается в функционировании тела, и который вас может сопроводить в данном типе практики. Есть еще голодание, про которое я вам хотел рассказать, бонусом на травах. Один из моих учителей по фитотерапии, Карп Абрамович Трескунов, это очень известный фитотерапевт, который дожил практически до 100 лет. Он лечил пациентов травами и пропагандировал голодание на травах. То есть вот однодневное голодание, когда человек в течение дня пьет очень много жидкости и дополнительно пьет травы. И я считаю, что это один из самых крутых видов голоданий, потому что травы помогают и снять воспаление в организме, и поработать с желчью, и восстановить микрофлору, и восстановить работу поджелудочной железы, и в целом вывести токсины. И специально для вас бонусом в данном видео я подготовил схему, сбор, который рекомендую пить во время голодания. Данный ингредиент сейчас у вас появится на экране. Вы сможете данный сбор себе зафиксировать, законспектировать и во время голодания пить данный сбор. Для сбора мы берем 40 грамм зверобоя, 20 грамм тысячелистника, 20 грамм ромашки аптечной, 20 грамм мяты перечной и 20 грамм подорожника. Данный сбор вы готовите таким образом. Утром в день голодания берете столовую ложку данного сбора, разводите на 0,7 литра кипятка, час настаиваете, процеживаете и выпиваете за 3 приема. Утром, в обед и вечером. Параллельно пьете постоянно тепло-горячую воду во время голодания. Вот это очень крутое голодание, которое помогло огромному количеству людей выздороветь, оздоровиться и принести огромную пользу. Я являюсь создателем многих курсов по очищению организма, по оздоровлению. И если вы хотите дополнительно поработать с оздоровлением своего желудочно-кишечного тракта, то у меня есть курс, который называется «Здоровье в твоем животе». В данном курсе я подробно рассказываю, как можно восстановить работу внутренних органов, как восстановить работу печени, кишечника, поджелудочной железы, микрофлоры. Потому что очень много людей ко мне обращаются как на очную, так и на онлайн-консультацию с данным запросом. И я понимаю, что я не могу всем помочь, поэтому я специально сделал такой большой вебинар, где обычный человек, который не имеет медицинского образования, может разобраться, как ему восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта. И также, кто знаком с темой лимфатической системы, если вы с этой системой не знакомы, то рекомендую посмотреть видео. У меня есть 2 интересных видео на данную тему. Я создал курс по очищению лимфатической системы. Это коронный мой курс, моя визитная карточка, поскольку я очень много занимаюсь лимфологией, как полностью восстановить лимфатическую систему. Я там даю специальные схемы, методики, практики, как лимфатическую систему очистить, восстановить. Особенно это актуально для тех людей, у которых очень много отеков, очень много прыщей, нарушенный обмен веществ, у кого есть аутоиммунные процессы и большие проблемы с иммунитетом. Ссылочки на данные видео будут внизу под видео, поэтому если вас интересуют материалы по оздоровлению, обязательно пользуйтесь ими и становитесь здоровее. Благодарю вас за просмотр данного видео и то, что вы интересуетесь темой здоровья, мне очень приятно. Обязательно пишите свой опыт голодания в комментариях, кто голодает, как голодает. Мне это безумно интересно, потому что
Я знаю, у меня в комментариях происходят очень интересные диалоги, и я сам все тоже это читаю и периодически отвечаю на ваши вопросы. Поэтому пишите, кто голодает, как голодает и кто с помощью голодания исцелился. Ну, если ты посмотрел это видео до конца, то обязательно ставь лайк, нажимай на колокольчик, подписывайся на канал. И если у вас будет еще какое-то дополнительное желание, чтобы я эту тему разобрал на своем YouTube-канале, тоже про это пишите. Я могу сделать еще дополнительные видео, чтобы эту тему для вас еще более полно раскрыть. Но я уверен, что если ты это видео до конца посмотрел, тебе уже тема голодания стала понятна, и ты уже сможешь после данного материала приступить к практике. Желаю вам хорошего дня или вечера, и увидимся с вами в следующем видео.